Массовое отравление в санатории. Самолет уронил ракету под Воронежем, а Трамп назначил послов в Голливуде. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Василий Азаров. И вот главные новости к этому часу. Российский самолет уронил крылатую ракету на село в Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Астра» со ссылкой на источники в экстренных службах региона. По данным издания, 15 января в поле у села нашли обломки неизвестного боеприпаса. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что это части российской крылатой ракеты Х-69, которая разрушилась при падении. Изначально предполагалось, что это фрагменты сбитого беспилотника. Как пишет «Астра», в результате падения никто не пострадал. Еще одно происшествие на юге Красноярского края. Здесь отравились более 30 постояльцев санатория «Сосновый Бор». Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру края. Всего за медпомощью обратились 33 человека, 6 из них в итоге госпитализировали. Отдыхающие почувствовали недомогание в минувший четверг, 16 января, после приема пищи. Позже у постояльцев санатория выявили норовирус. На месте работают специалисты Роспотребнадзора. Возбуждено уголовное дело. 3 адвокатов Алексея Навального приговорили по делу об участии в экстремистском сообществе. Решение вынес Петушинский районный суд Владимирской области. Так, Вадиму Кобзеву назначили 5,5 лет лишения свободы, Алексею Липцеру 5 лет, а Игорю Сергунину 3,5 года. Об этом сообщает издание «Медиазона». Следствие утверждает, что адвокаты якобы использовали свой статус для доступа в колонию и помогали передавать информацию между Навальным и участниками экстремистского сообщества. В качестве доказательств обвинение использовало материалы прослушки и видеозаписи встреч адвокатов с их подзащитным. В своем ходатайстве в Верховный суд адвокаты назвали съемку и запись встреч грубым нарушением адвокатской тайны. И продолжаем новости судопроизводства, на этот раз из Азербайджана. Бизнесмен и бывший глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян обвинил азербайджанских следователей в фальсификации документов по его делу. Варданян находится в СИЗО в Баку с сентября 2023 года. Его обвиняют в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы. В своем обращении Варданян заявил, что в ходе следствия на него, на его адвоката и на переводчика оказывалось давление. И я вновь заявляю о моей полной невиновности и невиновности моих соотечественников и требую немедленно прекратить против нас это политизированное дело. Я не испытываю ни злобы, ни ненависти. Напротив, я искренне сострадаю всем тем, кто нарушает законы, моральные принципы и заповеди Корана. Ракета Starship компании SpaceX взорвалась во время испытательного полета. Владелец компании Илон Маск написал в соцсетях, что по одной из предварительных версий крушение могло произойти из-за утечки топлива. В то же время многоразовая ракета-носитель Starship Booster успешно приземлилась на базу SpaceX в Техасе. По результатам испытания Илон Маск написал, цитирую, «Успех не определен, но развлечение гарантировано». Конец цитаты. Дональд Трамп назначил собственных спецпосланников в Голливуде. Ими стали 3 актера – Сильвестр Сталлоне, Джон Войт и Мел Гибсон. Избранный президент США написал в социальных сетях, что троица неудержимых будет, цитата, «его глазами и ушами». По замыслу Трампа знаменитые актеры должны будут помочь американскому кинематографу преодолеть все трудности. В комментарии телеканалу Fox News 69-летний Мел Гибсон, самый, кстати, молодой из команды послов, признался, что узнал о своем назначении из новостей. Впрочем, и Гибсон, и Сталлоне, и Войт открыто поддерживали Трампа во время избирательной кампании. Умер Дэвид Линч. О смерти легендарного режиссера сообщила его семья. В прошлом году Линч рассказал, что у него диагностировали эмфизему легких – тяжелое заболевание, вызванное многолетним курением. В последнее время режиссер жил на аппарате искусственного дыхания. Он скончался за считанные дни до своего 79-го дня рождения. Дэвид Линч прославился своей новаторской режиссурой в фильмах «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда» и «Синий бархат» и других картинах, а также, конечно же, культовым сериалом «Твин Пикс». Это были все новости к этому часу. Меня зовут Василий Азаров. Подписывайтесь на канал Ходорковский Лайв и подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы всегда оставаться на связи. До встречи.